Компания Prisma Food производит пиццепечки, пиццепрессы и кое-какое другое оборудование. Также имеет небольшой ассортимент для производства суши, как ни странно. Вроде бы пицца и суши далеко, но у них есть кое-что и для суши. Это аппарат для мойки риса и также аппарат для сушки, для варки риса. Вот, немножко покажем с этой стороны. В дальнейшем нас уже ждут и сделают небольшой обзор, именно как техника работает. Для нас специально час назад замешали тесто. Мы договорились на 3 часа дня, что мы приходим и нам покажут, как работает делитель, округлитель, тестомес и сама печка непосредственно. Также мы позвали еще своего реального клиента из Риги, Асифа, у которого есть свой ресторан быстрого питания. Вот. Здесь представлена такая как бы супер классика, простецкая, но неплохого качества классика такая, да. Вот. Это там печка на примерно 8 пиц, 35 диаметром. Есть вот в таком исполнении, таком. У них есть серия Bakery, она Simply. И чем отличается? Тем, что у классической вот здесь вот там в районе 15-17 сантиметров, у печки Bakery здесь уже может быть до 21-24 сантиметров. То есть ты можешь выпить что-то повыше, но также самое это будет не так дорого, потому что здесь простое управление, совершенно простое управление. Вкл-выкл, температура нижнего тена, верхнего тена, да. Следующая это уже будет газовая версия. Газовая версия, да. Газовая версия, она практически не бывает двухъярусной. Но есть модели, которые тоже двухъярусные делают, да. Ну вот. Но она всегда больше размера, потому что для газовой установки нужно больше места. Вот. Потом дальше пройдемте. Вот версия уже с дигитальным дисплеем и с возможностью подключения к вытяжке. Вот такая версия. Вот такая версия, которая поднимается наверх, а не вниз. Здесь она уже сразу с конденсатным зонтом. Конденсатный нужен зонт для чего? То есть это не простой вытяжной зонт, который подключается к общей системе, а конденсатный зонт может эта печка стоять в любом месте. На заправке, допустим, где нету возможности подключить этот вот дымоход. Может быть, в подвале старого здания. То есть таких зданий в старых городах Европы очень много. То есть 1500 года постройка, естественно, никто не думал о том, что когда-то в 2025 мы поставим печку в подвал. Вот. Но мы ее можем поставить в любом месте. Как это все происходит? То есть выходит теплый воздух, дым, пар попадает туда, конденсируется, очищается и с водой уходит просто в канализацию. То есть конденсатные зонты – это не новость, но вы должны знать, что если у вас в помещении нету вентиляции, и это стоит довольно дорого протянуть, допустим, на 5-й этаж, с 1-го этажа протянуть вентиляцию стоит 15-20 тысяч евро, а то и 50, то вот такое решение там за 1500 евро, оно, на мой взгляд, гораздо меньше бьет по кошельку и эффективнее работает на вас. Вот мы так же самое видим вот эта вот хлебная версия, но уже с touch-дисплеем и тоже с вытяжкой. И вот вообще там с картинками, то есть суперсовременные решения, да. Я к этому всему отношусь лично скептически, к такому, насколько удобно при работе, но я думаю, что когда-нибудь я поменяю свое мнение, как и часто бывает, да. Все инновации заходят трудно, но в дальнейшем, если они показывают действительно какие-то много-много плюсов, они приживаются, и ты смотришь уже, да, это хорошо, классно. Также Prisma Food делает вот такие вот конвейерные решения. Конвейерные решения, естественно, это автоматизация. Автоматизация для чего нужна? Экономить на персонале, экономить на электричестве, экономить на времени и на всем остальном. Не только экономить, но и получать должное качество, да. То есть, естественно, если бы я лично открывал пиццерию, я бы 100% взял вот это решение. На самом деле есть много видео в мире, где конвейерными печками, да,
занимаются не только для выпечки, на самом деле, пиццы. Тут есть вот диффузоры, допустим, смотрим, которая позволяет открыть ее выше или вообще снять эту заградительную вот эту вот шторку. Шторка позволяет лишнему теплу не выходить и регулировать вот эту вот температуру, эту вот толщину вот здесь, да. То есть я, в принципе, считаю, что такой аппарат может, в принципе, справиться почти всем меню в ресторане. Вот давайте представим, что нам с утра надо выпечь круассан. Мы достали его из заморозки, его выдержали и пропустили через такой же конвейер. Конвейер мы можем что делать? Регулировать скорость и температуру. То есть если мы в ресторане добьемся, допустим, чтобы полменю делалось на этой печке, это будет тоже неплохо. Можно выставить там 3 минуты, одно меню и подобрать все. Вы можете здесь также прожарить и ребра, рыбу, лосось, там, тунец, неважно что, лазанью пропечь. Но на самом деле любая фантазия. У меня есть на самом деле несколько примеров. У нас в старом городе Риге есть ресторан, которому я лет 5 назад показал похожий пример. И вдохновившись сам вот такой идеей, и они взяли и действительно делают су-вид и пропускают все здесь. Это может быть бургерная котлета, это больше не важно что. Все, что надо термически обработать. Подобрали меню под конкретную температуру, под конкретную скорость, и все меню прогоняют вот здесь за 3 минуты. Пиццу за 3 минуты, бургер, мясо за 3 минуты, ребра за 3 минуты, курицу, утку, неважно что. На самом деле у него функционал не только такой может быть, да, не только пицца. То есть здесь вот управление, если поймем технически, вот этот конвейер может идти как в одну сторону, так и реверсом в другую. Все печки, в принципе, располагают тем, что можно менять направление вот этого вот движения. Здесь можно выставить температуру, скорость, и есть touch-дисплей. Кому не нравится touch-дисплей, есть более простая версия. Здесь вот представлен довольно широкий, где-то 65 или 80 сантиметров. Также есть 50-сантиметровая версия, да. Здесь пройдем, стоит маленькая пицца-печка, да, для 40 на 60. И также здесь стоят раскатки для теста. Раскатка для теста, чем, на мой взгляд, отличается у Prisma Food, вот здесь вот все шестеренки сделаны из нержавеющей стали. У многих других производителей вот здесь вот в этой части, которые крутят барабаны, делаются из пластика. Из пластика они, честно скажу, по опыту изнашиваются гораздо больше и ломаются чаще. У Prisma Food здесь более качественный продукт, точно говорю, знаю наверняка. Также в комплекте к Prisma Food любой раскатки идет педаль. Педаль нужна для чего? Если у тебя обе руки заняты, ты поставил педаль на пол и включаешь, выключаешь этой педалью привод. Чем еще хорошо педаль? То, что часто повара просто включают, и она все время крутится в холостую. Смотрите, какую пиццу несут. Вот, крутится в холостую. Крутится в холостую, это значит, ресурс уменьшается, электричество тратится, ну, неэффективное использование. Есть с верхним роликом, есть только с одним роликом, есть вот с такой вот штучкой. Наши часто вот это все убирают, выкидывают и работают без нее. Но это дело вкуса, кто-то без этого жить не может. Также есть пицца-прессы. Пицца-прессы у Prisma Food представлены такие, что они обжигают, поджигают немножко тесто. Тесто можно поджигать до 160 градусов. Это для того, чтобы оставить чуть-чуть структуру и форму. Также есть две версии. Вот здесь показаны две версии, где просто плоский-плоский. Он разжимает плоский-плоский. Вот смотрим, да? Плоская эта часть, плоская эта часть. Здесь регулируешь толщину. Дигитальный дисплей современный, красивый. Вторая часть, это вот видите с углублением, она уже оставит вам некий кантик, который у пиццы присутствует, да, вот такой кантик. Дальше пройдем, чутка посмотрим, что, вот я и говорил изначально, что также у
Призма Фуда есть две вещи. Это варка риса специально для суши. И также самое пройдем с другой стороны. Есть вот такой конусный риса-мойка, да? Мойка риса. И вот сейчас вот господин Стефано, это наш друг, он немножко говорит и знает русский язык. Бонджорно. Buongiorno. До свидания. Не до свидания. До свидания. До свидания в конце. Ты Он finished. Finito. утро. Доброе утро. Добрый день. Добрый день. Добрый день, друзья. Мы все друзья. Мы Стефану знаем давно. По другому бренду, где мы тоже... Он работал когда-то. Вот сейчас для нашего клиента, с которым мы приехали вместе на эту выставку, вот человек, смотрите, господин Асиф. Вот. Мы договорились пару часов назад, что для нас Стефано сделает тесто. И также само мы покажем Асифу, как работает пицца-пресс. И также само есть у компании Prisma Food делитель и округлитель. Делитель и округлитель. И также продемонстрируем, как выпечка происходит в конце. Сейчас возьмем небольшую паузу, пока наш миксер крутится. Вот сейчас посмотрим. Это действительно нам специально замешивают тесто из вот такой вот прекрасной муки. Добавляем аква. Ладно, не будем мешать, чуть-чуть выйдем, но потом, если нам разрешат зайти уже вовнутрь разрешают далеко не всем, только избранным. Вот. А вот как раз, выйдя отсюда, мы случайно заметили тестомесы. Тестомесы Prisma Food делает сам. Планетарные миксеры – это уже вторичный такой, скажем, сопутствующий товар, который сделан не в Италии, он сделан в Китае, просто для того, чтобы расширить ассортимент. Потому что зачастую это требование рынка иметь что-то подобное. Но вот это качественная вещь. Это вот вилочный аппарат, вилочный тестомес. Он нужен для того, чтобы сделать такое более домашнее тесто, ну, более воздушное домашнее тесто, куда было вбито большее количество воды. Вот. Ну, это чисто классические тестомесы, которые, в принципе, ну, имеют минимум там 100 заводов в Италии, которые делают что-то подобное. Это никакая не новинка, не эксклюзив. Да? Тестомесы – это не эксклюзив. Но вот есть еще вот такая версия. Вот такая версия пиццепечей. Это такая дровяная версия, она более стильная такая. На самом деле я бы такую порекомендовал кому-то и в частный дом. Если нас слушает какой-нибудь человек из частного дома, и у тебя есть лишних, там, не знаю, 5000 евро, ты можешь к нам обратиться, и мы тебе подберем вот такую печку в твой частный дом и во двор. И будешь угощать своих друзей пиццей. Ну вот, и такая же версия есть, вот, наверное, электрическая. Я думаю, есть такая же версия и газовая, да? Кстати, для частного дома неплохой вариант. Если бы я фанател пиццы, я бы такую взял. Так что спасибо за внимание. Потом мы зайдем еще и посмотрим, что у нас получилось. Griffin GT. Твой проверенный партнер в гастромире.